Hare Krishna, everyone. Welcome back to our continued series on the glories of our beloved Shri Vrindavan Dham. Харе Кришна всем! Добро пожаловать на нашу продолжающуюся серию лекций о славе нашей возлюбленной Шри Вриндаван Дхамы. But first, our respects to the revealer of the Dham. Но прежде всего, мое почтение тому, кто открывает святую Дхаму, Srila Prabhupada. Шриле Прабхупаде. Namo Vishnupadaya Krishna Pastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nivishesha Shunyavadi Paschata Deshatarane. So we've been giving our Vrindavan lecture series for well over a year and a half now. Мы даем нашу серию лекций во Вриндаване уже более 1,5 лет. And we've tried to be consistent with 2 lectures a week. Мы старались придерживаться 2 лекций в неделю. And why the consistency? А почему такое постоянство? That is explained in Srimad Bhagavatam, the king of all scriptures, Grantaraj Srimad Bhagavatam. Это объясняется в Шримад Бхагаватам, царе всех священных писаний, Грантарадж Шримад It's a Бхагаватам. famous verse that most reciters of the Bhagavatam know. Это известная шлока, которую знает большинство чтецов Бхагаватам. It's a first canto, second chapter, text number 18. Это первая песнь, 2 глава, 18 текст. Nastapareshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. Quote, by regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. And loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Unquote. Благодаря регулярному посещению лекций по Бхагаватам и совершению служения чистому преданному, все, что тревожит сердце, практически полностью уничтожается, и любовное служение личности Бога, кто прославляется трансцендентными баджанами, устанавливается как непреложная истина. Now, a key word in that famous verse is nityam, meaning regularly or consistently. Ключевым словом в этой известной шлоке является нитьям, что означает регулярно или постоянно. If we regularly or consistently hear Krishna Katha, we will become purified. Если мы регулярно или постоянно слушаем Кришна Катху, мы очистимся. And in a purified state, in a purified state, we can awaken our love for Radha and Krishna and eventually live eternally with them in Shri Vrindavan Dham. И в очищенном состоянии мы сможем пробудить нашу любовь к Радхе и Кришне и со временем вечно жить с ними в Шри Вриндаван Дхаме. Narottam Das Thakur is always reminding us about the goal to go back home, back to Godhead. Нароттам Дас Тхакур всегда напоминает нам о цели – вернуться домой, обратно к Богу. That's especially true in his Prarthana, that book he wrote, Prarthana, and perhaps even especially so in Song 27. Это особенно точно описано в его Прартхане, в книге, которую он написал, возможно, в особенности в 27-й песне. And we will have Mahavan recite that Song 27 to remind us. Мы попросим Махавана прочитать эту песню, эту баджан, чтобы напомнить нам. «О Господь Хари, когда же мое положение изменится настолько, что я смогу оставить все и отправиться во Вриндаван? Когда же я откажусь от богатств, последователей, сыновей и жены и отправлюсь во Вриндаван? Когда же я забуду все свои страдания и просто буду жить во Вриндаване? Когда же я, подобно пчеле, буду поддерживать свою жизнь, прося подаяния? Когда я буду считать воду Ямуны нектаром и буду пить ее до полного удовлетворения? Когда я приму омовение в водах Радха-кунды и укроюсь на берегах Шьяма-кунды? Когда я отправлюсь в 12 лесов, где происходили различные лилы Радхи и Кришны, и буду кататься по земле? Когда же я припаду к стопам Браджабаси и буду вопрошать о местах, где проходят лилы?
когда я увижу место, где Кришна вкушал со своими друзьями-пастушками, когда же я приду в леса и рощи Вриндавана, таким образом народ там даст жаждет обрести лотосные стопы Радхи и Кришны. Beautiful song. Прекрасный баджан. So in that song, Narottam writes, when will I fall at the feet of Brajabasis and inquire about the location of Krishna's pastimes? В этом баджане народ там пишет: «Когда же я припаду к стопам Браджабаси и буду вопрошать о местах, где проходят лилы Кришны?» So today I would like to share a pastime that has come down through thousands of years in Braj culture, and it's a favorite of all the Brajabasis now living here in Vrindavan, and it's called Mudrika Chori Lila. Сегодня я бы хотел рассказать о лиле, которая дошла до нас через тысячелетнюю культуру Браджа и любима всеми браджабаси, живущими сейчас здесь, во Вриндаване. Она называется Мудрика Чхори Лила. Mudrika means a ring, and Chori means stolen. Мудрика означает кольцо, а Чхори означает украденное. It's an especially sweet pastime wherein Krishna steals one of Radharani's rings. Это особенно сладостная лила, в которой Кришна похищает кольцо Радхарани. So once in Vrindavan, Srimati Radharani was thinking, in a few days the auspicious month of Kartik will begin, and I will once again dance with my beloved Krishna in the Rasa Leela, in the Rasa dance. Однажды во Вриндаване Шримати Радхарани думала: через несколько дней начнется благоприятный месяц Картика, и я снова буду танцевать со своим возлюбленным Кришной в Раса-лиле, в танце раса. Therefore, I want to learn a new beautiful dance form. Поэтому я хочу научиться новому красивому виду танца. So gathering some of her closest maidservants, she said, "Girls, I want to perfect the art of dancing. So today I'm going to see Shama Sundar and learn to dance." Собрав нескольких своих ближайших служанок, она сказала: «Девочки, я хочу совершенствовать искусство танца, поэтому сегодня я собираюсь увидеться со Шьяма Сундара и научиться танцевать». But her maidservants were shocked. Однако ее служанки были поражены. They replied, "But Radhika, why are you going to see Sham? He's actually not a very good dancer. We know because we ourselves have to teach him dance steps during the rasa dance Они leelas." ответили: «Но, Радхика, зачем ты идешь увидеться со Шьямом? На самом деле он не очень хороший танцор. Мы знаем это, поскольку нам самим приходилось учить его танцевальным шагам во время лил танца раса». We are in fact his nritya gurus, meaning we're his dance teachers. В действительности мы его нритья-гуру, что означает «мы его учителя танцев». If you really want to improve your dancing, then let us call in some professional dancers whose families have performed dance for generations. Если ты действительно хочешь улучшить свой танец, тогда давай позовем некоторых профессиональных танцоров, чьи семьи исполняли танцы на протяжении поколений. And Vishaka Saki, she added, "Radha, there's no need to take dance lessons from Shama Sundar because you long ago perfected the art of Nritya dancing. You are the best dancer." И Вишака Саки добавила: «Радха, нет необходимости брать уроки танцев у Шьяма Сундары, потому что ты давным-давно усовершенствовала искусство танца нритья. Ты лучшая танцовщица». Beloved Radha, the Lord of Desire, Kamadev, dances on your eyebrows. Дорогая Радха, господин желаний Камадева танцует на твоих бровях. All the hairs on your body dance like Nataraj Shiva. Все волосы на твоем теле танцуют, как Натарадж Шива. Your nose dances like a drop on the lotus petal. Твой нос танцует, как капля на лепестке лотоса. Your body dances like a creeper in the windy season. Твое тело танцует, как лиана в сезон ветров. And your ankle bells dance like the beautiful Apsara Ramba. А твои ножные колокольчики танцуют, как прекрасная Апсара Рамбха. So there's no need for you to go to Shama Sundar to learn the art of dance. Поэтому тебе нет необходимости идти к Шьямасундари, чтобы научиться искусству танца.
However, if you insist on going, then all of us will go with you because we do not trust the Sham Sundar. Однако, если ты настаиваешь на том, чтобы пойти туда, тогда мы пойдем с тобой, потому что мы не доверяем Шьямасундаре. But Radha was adamant. She was adamant. She said, "No, I will go alone." Но Радха была непреклонна. Она сказала: «Нет, я пойду одна». But then Vishaka said, "Well, Radha, maybe consider if we call Shyamasundar to come here to teach you." Но затем Вишака спросила: «Радха, может быть, подумаем, не позвать ли Шьямасундару сюда, чтобы учить тебя?» To which Shri Radha replied, На что Шри Радха ответила: "It's very cute. «Это очень остроумно. My beloved Vishaka, I know that you are my well-wisher, but when has anyone seen a water well go to one who is thirsty? Rather, a thirsty person goes to a water well to drink. Therefore, I want to perfect the art of dance by going to see Shyamsundar." Моя дорогая Вишакха, я знаю, что ты моя доброжелательница, но когда кто-нибудь видел, чтобы колодец с водой шел к тому, кто хочет пить? Скорее, испытывающий жажду, человек идет к колодцу, чтобы напиться. Я хочу усовершенствовать искусство танца, отправившись к Шьямасундаре. So finally, Shri Radha's maidservants, they relented and they agreed. В конце концов, служанки Шри Радхи уступили и согласились. And to prepare her to take lessons from Shyamasundar, they dressed Shri Radha in a very elaborate dance costume, along with 4 types of ankle bells. Чтобы подготовить ее к тому, чтобы брать уроки у Шьямасундары, они одели Шри Радху в очень тщательно подобранный танцевальный наряд вместе с 4 видами колокольчиков на лодыжках. And Shri Radha is famous for these 4 types of ankle bells that she wears. Шри Радха знаменита тем, что она носит эти 4 вида колокольчиков на лодыжках. So I looked them up in the Shastra. Я нашел их в шастрах. The first type is called Nupura. Those are ankle bells which make the sounds of kartals. Первый вид называется нупур. Это колокольчики на лодыжках, которые издают звук каратал. The second type of ankle bells are called Kadula, which means they make the sound like groups of swans. Второй вид колокольчиков на лодыжках называется кадула, что означает, что они издают звук, подобный стае лебедей. And the third type is called Bichuya. Bichuya means these ankle bells sound like flocks of cuckoo birds. Третий вид называется бичуя. Бичуя означает, что эти колокольчики на лодыжках звучат подобно стаям And кукушек. the fourth type of ankle bell is called Gunguru. Gunguru. It means those ankle bells make the sound of Saraswati's veena. И четвертый вид колокольчиков на лодыжках называется гунгуру. Это означает, что эти колокольчики на лодыжках издают звук вины Сарасвати. So then her maidservants dressed her in very appropriate types of ornaments. We call that shringara. Затем ее служанки одевают ей очень подходящие виды украшений. Мы называем это шрингар. And we'll discuss about those ornaments a little bit later on. It's interesting. Мы поговорим об этих украшениях немного позже. Это интересно. So finally, as per her desire, Shri Radha went down to the Jamuna river, where she found Krishna standing on the banks of the Jamuna with folded hands, singing Radharani's names. Наконец, по своему желанию, Шри Радха одна спустилась к реке Ямуни, где нашла Кришну, стоящего на берегу Ямуны со сложенными ладонями, воспевающего имена Радхарани. And there they spent, quite some time together, joking and laughing, until Krishna finally said, "Shri Radha, let us dance now. In fact, I will teach you some beautiful new steps that you can use at our next rasa dance during the month of Kartik." Там они проводили довольно много времени вместе, шутя и смеясь, до тех пор, пока в конце концов Кришна не сказал: «Шри Радха, давай теперь танцевать. Я действительно научу тебя некоторым красивым новым шагам, которые ты сможешь использовать в своем следующем танце раса во время месяца Картика». So needless to say, Radharani was overjoyed by Krishna's invitation.
Нет необходимости говорить, что Шримати Радхарани была переполнена счастьем от предложения Кришны. That's why she came down to the Jamuna to get, dance lessons. Вот почему она спустилась вниз к Ямуне брать уроки танцев. So Krishna continued. He said, my dearest Radha, as you know very well, there are 7 basic principles of dance. Кришна продолжал. Он сказал: «Моя дорожайшая Радха, как ты очень хорошо знаешь, есть 7 основных правил танца». And he repeated them. И он повторил их. He said, the first is called Griva Nritya. It means, it involves dancing with neck movements. Он сказал: первый называется Грива Нритья. Он включает в себя танец с движениями шеи. Then he said the second type is called Netra Nritya, which means dancing with the eyes. Затем он сказал: второй вид называется Нетра Нритья, что означает движение глазами. And then the third type of dancing he mentioned was Madhura Nritya, which means dancing with expressions. И затем третий вид танца, напомнил он, называется Мадхура Нритья, что означает выразительный танец. And then the fourth type he mentioned was Mudra Nritya, which is dancing with hand gestures. Четвертый вид, сказал он, это Мудра Нритья, танец с жестами рук. And then the fourth type of dance he recalled was Pada Nritya, which means dancing with one's feet. Пятый вид танца, повторил он, называется Пада Нритья, что означает танец с движениями стоп. And the sixth type was called Kati Nritya, means dancing with the waist. Шестой вид назывался Катин Нритья, что означает танец с движениями And талии. the seventh and last type of dance he mentioned was Sarvan Nritya, which means dancing with the whole body. И седьмой, последний вид танца, упомянул он, называется Сарван Нритья, что означает танец всем телом. Besides this, Shyamasundar Krishna continued, there are 3 beats and 7 notes. Кроме этого, продолжал Шьямасундара Кришна, есть 3 такта и 7 нот. So then Krishna said, Radha, now I will show you the finer methods to employ these basic 7 forms of dance. You just watch me. Затем Кришна сказал: Радха, теперь я покажу тебе более тонкие методы использования этих основных 7 видов танца. Ты просто смотри на меня. And as Krishna began, very artistic dance moves, Sri Radha observed him very carefully. Когда Кришна начал очень артистичные танцевальные движения, Шри Радха очень внимательно наблюдала за ним. And after a while, sometime Krishna stopped and he said, now you try. Через некоторое время Кришна остановился и сказал: теперь ты попробуй. And as Radharani began to dance, based on the new movements Krishna had shown her, Krishna sang and kept the rhythm by clapping his hands. Когда Радхарани начала свой танец, основанный на новых движениях, который показал ей Кришна, Кришна пел и поддерживал ритм, хлопая в ладоши. So after some time, Radha became a little tired, so Krishna suggested they walk around the beautiful nearby forest of Nidhivan. Через некоторое время Шри Радха немного устала, и Кришна предложил им прогуляться по прекрасному близлежащему лесу Нидхиван. And as they did so, Sri Radha was absorbed in the beauty of the different pleasure groves, the kunjas. Пока они делали это, Шри Радха была поглощена красотой кундж, различных рощ для наслаждений. Now, while she was absorbed in this way, clever Krishna secretly stole a beautiful ring from Sri Radha's hand, from her finger. It was a mirror ring given to her by her mother, Kirtidi Sundari, on one of her birthdays. Пока она была поглощена этим, ловкий Кришна тайно похитил красивое кольцо с пальца на руке Шри Радхи. Это было зеркальное кольцо, которое подарила ей мама, Киртида Сундари, на одно из ее дней рождения. And Sri Radha didn't notice that Krishna stole that ring. Шри Радха не заметила, что Кришна похитил это кольцо. So later that day, when Sri Radha returned to Varshana, as soon as she got back, all her maid servants crowded around her and they asked,
Radha, how was the dance class? Позже, в тот день, когда Шри Рада вернулась на Варшану, как только она вернулась обратно, все ее служанки обступили ее и спросили: «Радха, как прошел урок танцев?» So smiling, Shri Radha replied, "Oh, it was most wonderful." Улыбаясь, Шри Радха ответила: «О, это было просто удивительно». So then the maidservants wanted to change her dress because she was in her dancing dress. They wanted to put her into another dress. Затем служанки хотели переодеть ее в другой наряд, потому что она была в своем танцевальном наряде. Они хотели одеть ей другие одежды. And that meant taking off the various ornaments that she was wearing, her shringar. Это означало снять различные украшения, которые она носила, ее шрингар. And remember, we mentioned these ornaments earlier in the class. Помните, ранее в лекции мы упоминали эти украшения. And in my readings, I found out that every day Srimati Radharani is dressed very nicely in 64 ornaments, shringar. Изучая, я обнаружил, что каждый день Шримати Радхарани одевается очень красиво и носит ровно 64 украшения, шрингар, Which are kept in a very special box called Saj Shamhar. Saj Shamhar. And the person in charge of that box is Vishaka Saki. которые хранятся в очень особенной шкатулке, называемой Садж Самхар. Личностью, отвечающей за эту шкатулку, является Вишакха Саки. And one of the specific duties of all these girls is to count all that jewelry, those ornaments, before decorating Shri Radha with them in the morning. And then count all those ornaments again when they take them off her in the late afternoon or the evening. Одна из особенных обязанностей всех этих девочек — пересчитывать все драгоценности, эти украшения, перед тем, как утром украшать ими Шри Радху, а затем пересчитывать все эти украшения еще раз, снимая их с нее ближе к вечеру или этим вечером. So that day when the gopis were taking, were taking off the ornaments and counting them, they were shocked to find that one was missing. В тот день, когда гопи снимали украшения и пересчитывали их, они были поражены, обнаружив, что одного не хватает. There were only 63 ornaments. Было только 63 украшения. And very carefully counting again, they discovered that Radharani's mirror ring, famous mirror ring, was missing. Пересчитав еще раз очень внимательно, они обнаружили, что знаменитое зеркальное кольцо Радхарани пропало. And Vishaka Saki quickly, understood that thief could have only been Krishna Shamasundar. Вишакха Саки быстро поняла, что вором мог быть только Кришна, Шьямасундара. So she said to Shri Radha, Radha, Shamasundar has stolen your ring. Поэтому она сказала Шри Радхе: «Радха, Шьямасундар украл твое кольцо». But Radharani couldn't accept that. She couldn't believe that. Но Радхарани не могла принять это, она не могла в это поверить. She said, no, Vishaka, he would never even think of stealing any of my jewelry, not my Krishna. Она сказала: «Нет, Вишакха, ему бы и в голову не пришло украсть что-нибудь из моих драгоценностей, только не мой Кришна». So to that, Vishaka said something really beautiful. На это Вишакха сказала что-то очень красивое. She said, O most innocent Radha, you do not know him, we know him. Она сказала: «О, невиннейшая Радха, ты не знаешь его, мы знаем его. He's the biggest thief in the world. Он самый большой вор в мире. He can steal the beryllium from the eyes of a person who's walking next to him. Он может украсть карилий из глаз человека, который идет рядом с ним. What to speak about a ring? Что говорить о кольце? He's the master of thieves. Он мастер воровства. He stole our butter. He stole our clothes. He stole our hearts. He steals the sins of his devotees. And now the ring of the daughter of the king Brishabhanu. Believe me, Radha, I am your royal advisor. I know him very well.
Он украл наше масло, он украл нашу одежду, он похитил наши сердца, он похищает грехи своих преданных, а теперь и кольцо дочери царя Вришабхану. Поверь мне, Радха, я твоя царская советница, я его очень хорошо знаю. So at that point, Vishaka just stormed out of Sri Radha's room and went to find Krishna somewhere in Vrindavan. В этот момент Вишака просто вылетела из комнаты Шри Радхи и отправилась искать Кришну где-то во Вриндаване. You know, knowing his daily routine, she found him, this is late afternoon, sometime in the afternoon, herding his cows at nearby Govardhan Hill. Зная его распорядок дня, она нашла его, а это ближе к вечеру, где-то во второй половине дня, пасущим коров возле холма Говардхан. And her anger had not subsided even the slightest, so she approached Krishna in a fury. She stood before him and she said, Krishna, give me back Shri Radhika's ring. Give me back Radha's ring. Ее гнев не утих ни на йоту, поэтому она приблизилась к Кришне в гневе. Она встала перед ним и сказала: «Кришна, верни мне кольцо Шри Радхики! Верни мне кольцо Шри Радхи!» So Krishna said, how can I possibly know what you're talking about? I'm an innocent 7-year-old boy. What do I know about young girls' rings? Is it a finger ring, a toe ring, an earring, a nose ring? Кришна сказал: «Как я могу знать, о чем ты говоришь? Я невинный 7-летний мальчик. Что я знаю о кольцах маленьких девочек? Это кольцо на пальце руки? Кольцо на пальце ноги? Сережка? Кольцо в носу?» So Vishaka said, I caught you, Krishna. You're saying you don't know anything about girls' rings, but you mentioned 4 specific rings that girls wear. You are simply a scoundrel. Вишакха сказала: «Я поймала тебя, Кришна. Ты говоришь, что не знаешь, что ты ничего не знаешь о кольцах девочек, но ты упомянул 4 особенных кольца, которые носят девочки. Ты просто негодник». You come with me, and you can state your innocence before Sri Radha's friends. Let them decide. Ты пойдешь со мной. Ты можешь заявить о своей невиновности перед друзьями Шри Радхи. Пусть они решат. So Krishna liked that plan. Кришне понравился этот план. So smiling, slightly, Krishna said, sure, let's go. Слегка улыбнувшись, Кришна сказал: «Конечно, пойдем». So later, when Vishaka and Krishna arrived at a chosen rendezvous near Varshana, Radharani's friends immediately came and surrounded Krishna and began searching through his garments for the missing ring. Позже, когда Вишака и Кришна пришли на выбранное место встречи неподалеку от Варшаны, подруги Радхарани немедленно пришли и окружили Кришну и начали искать в его одежде пропавшее кольцо. And finally, after some time, one gopi found the ring in Krishna's waistcloth, and she held it up in the air and she said, I found it. I found the ring. Krishna is the thief. Наконец, через некоторое время одна гопи нашла кольцо у Кришны за поясом. Она подняла его вверх в воздух и сказала: «Я нашла его! Я нашла кольцо! Кришна – вор!» So Krishna couldn't think of any excuse to defend himself, so he just stood there embarrassed amongst all of his girlfriends, the gopis. Кришна не мог придумать никакого оправдания, чтобы защитить себя. Он просто стоял там смущенный среди всех своих подруг So гопи. at that moment, Lalita spoke up and she said, just see, Shri Radha, he did steal your ring. He stole it. Now you must punish him. В этот момент заговорила Лалита. Она сказала: «Только посмотри, Шри Радха, он действительно украл твое кольцо. Он украл его. Теперь ты должна его наказать». So Radha said, yes, you are right, Lalita. And the biggest punishment for an unkind lover is not to talk to them. Тогда Радха сказала: «Да, ты права, Лалита. И самое большое наказание для бессердечного возлюбленного – не разговаривать с ним. So I will never talk to Krishna again. Поэтому я больше никогда не буду разговаривать с Кришной». So by that time a large crowd had gathered. К тому времени собралась большая толпа. So Vishaka stepped forward and she made a proclamation.
Поэтому Вишака выступила вперед и сделала заявление. She said, "Dear residents of Vrindavan, this case is over now. Radha will never speak to Krishna again." Она сказала: «Дорогие жители Бриндавана, теперь это дело закрыто. Радха никогда больше не будет разговаривать с Кришной». And after that, Vishaka turned to Krishna and she pointed towards Govardhan Hill. She said, "Krishna, you leave now and you go back to where you came from." После этого Вишака повернулась к Кришне, указала на холм Говардхан и сказала: «Кришна, уходи сейчас и возвращайся туда, откуда пришел». So later, Vishaka said to Radha, "Shri Radha, this is a good time for you to take revenge on Krishna." Позднее Вишака сказала Радхе: «Шри Радха, это подходящее время для тебя, чтобы отплатить Кришне. Let's make a plan to steal from him as he stole from you." Давай придумаем план, как украсть у него, как он украл у тебя». But Shri Radha replied, it's so sweet, she replied, "Vishaka, I don't know how to steal." Но Шри Радха так сладко ответила: «Вишакха, я не знаю, как красть». So Vishaka said, "Then I will teach you." Вишакха сказала: «Тогда я научу тебя». So Vishaka taught Radharani the art of stealing from her lover for the purpose of enhancing loving pastimes. Поэтому Вишакха научила Радхарани мастерству воровства у ее возлюбленного с целью усиления любовных лил. That's different than stealing in this world. Это отличается от воровства в этом мире. Vishaka taught Radharani the art of stealing from her lover for the purpose of enhancing loving pastimes. Вишакха научила Радхарани мастерству воровства у ее возлюбленного с целью усиления любовных лил. So, a few days later, Krishna was falling asleep alongside his friend Madhu Mangal in the Vrindavan forest, again somewhere near Govardhan Hill, after their noon lunch. Несколько дней спустя Кришна уснул рядом со своим другом Мадхумангалом в лесу Вриндавана, снова где-то неподалеку от холма Говардхана после их полуденного обеда. And as Madhu Mangal began dozing off, he saw that Krishna was already in a very deep sleep. Когда Мадхумангал начал дремать, он увидел, что Кришна уже погрузился в очень глубокий сон. So he thought, Krishna went to sleep before me. If he wakes up before me, he may run off to herd the cows and I'll miss all the fun. Он подумал: Кришна уснул раньше меня. Если он проснется раньше меня, он может убежать пасти коров, и я пропущу все самое интересное. So Madhu Mangal did something a little funny. И Мадхумангал сделал что-то немного забавное. He laid down next to Krishna and tied one of his legs to one of Krishna's legs, thinking, this way when Krishna wakes up, I'll wake up too. Then he fell asleep. Он лег рядом с Кришной и привязал одну свою ногу к ноге Кришны, думая: вот так, когда Кришна проснется, я тоже проснусь. Затем он быстро заснул. Now an hour later, by the arrangement of Purnamasi, who daily organizes all the blissful pastimes in Braj, guess who showed up? Через час по распоряжению Пурнамаси, которая ежедневно организует все радостные лилы во Врадже, угадайте, кто появился? Right where Krishna and Madhu Mangal were sleeping, guess who showed up? Угадайте, кто появился прямо там, где спали Кришна и Мадхумангал? Take a guess. Попробуйте догадаться. Radharani and her teacher in the art of transcendental theft, Srimati Vishaka Saki. The two of them showed up. Радхарани и ее учительница в искусстве трансцендентного воровства, Шримати Вишакха Саки. Они обе появились. So as Krishna and Madhu Mangal slept soundly in their afternoon nap, on Vishaka's cue, Shri Radha very stealthily approached them and very deftly stole, listen to this, Krishna's peacock feather, his black chadar, his stick, his ankle bells, and his flute. His flute. Когда Кришна и Мадхумангал крепко спали послеобеденным сном,
По сигналу Вишаки Шри Радха очень незаметно, украдко приблизилась к ним и очень ловко похитила. Послушайте это. Павлинье перо Кришны, его черный чадр, его посох, его ножные колокольчики и его флейту. Его флейту. And then Vishaka herself came forward with some scissors and cut Madhu Mangal's newly grown mustache unevenly, like clip, clip, here and there. А затем сама Вишака вышла вперед и ножницами неровно остригла Мадху Мангалу недавно отросшие усы. Подобно этому. Клик-клик, щелк-щелк, тут и там. So one might question, how can one of Krishna's cowherd boyfriends have a mustache? They're all kids. Кто-то может задаться вопросом, как у одного из друзей-пастушков Кришны могли быть усы? Они же все дети. Well, the answer is that Madhu Mangal is actually much older than Krishna and all the other cowherd boys for that matter. Ответ в том, что Мадху Мангал в этом отношении намного старше Кришны и всех остальных мальчиков-пастушков. He's the son of Sandipani Muni, who came with his grandmother Purnamasi to Vrindavan from Ujjain. Он сын Сандипани Муни, который пришел со своей бабушкой Пурнамаси во Вриндаван из Уджейна. And I did some research and I found out that he's 8 years and 56 days older than Krishna. Я провел небольшое исследование и выяснил, что он старше Кришны на 8 лет и 56 дней. That makes him 14 and some months, or let's say almost 15 years old. Это значит, что ему 14 лет и несколько месяцев. Давайте скажем, почти 15 лет. Old enough to have a mustache. Достаточно взрослый, чтобы иметь усы. I remember when I was young, I was 15. That was the days of the hippies in America. When I was 15, I had a big mustache. Я помню, когда я был молод, мне было 15. Это были времена хиппи в Америке. Когда мне было 15, у меня были большие усы. Anyway, so after their exploits, Radha and Vishaka quickly ran away, laughing and giggling, all the way back to Varshana. Так или иначе, после своих подвигов Радха и Вишака быстро убежали, смеясь и хихикая всю дорогу до Варшаны. Now you can just imagine the shock when Krishna woke up and saw Madhu Mangal's funny mustache. Вы только можете себе представить потрясение, когда Кришна проснулся и увидел забавные усы Мадху Мангала. And what's more, when Madhu Mangal saw Krishna without his peacock feather, his black chadar, his stick, his ankle bells, and his flute. И более того, когда Мадху Мангал увидел Кришну без его павлиньего пера, его черного чадра, его посоха, его ножных колокольчиков и его флейты, So Krishna was devastated. Кришна был потрясен. But he had an idea who the thief or the thieves were. Но он догадывался, кто был вор или воры. He said to Madhu Mangal, "This must be the gopis' revenge for my stealing Shri Radha's mirror ring." Он сказал Мадху Мангалу, это должно быть месть гопи за то, что я украл зеркальное кольцо Шри Радхи. But it's not an appropriate act of revenge. I just took a ring. And those gopis, they stole my peacock feather, my black chadar, my stick, my ankle bells, and my flute. I just stole a ring. Но это не соответствующий акт мести. Я просто взял кольцо. А эти гопи украли мое павлинье перо, мой черный чадр, мой посох, мои ножные колокольчики и мою флейту. Я же просто украл кольцо. I wouldn't be surprised if Sri Radhika herself was part of this thievery, part of this conspiracy. Я не удивлюсь, если сама Шри Радхика причастна к этому воровству, причастна к этому заговору. Madhu Mangal, somehow we have to get my precious paraphernalia back as soon as possible. Мадху Мангал, каким-то образом нам нужно вернуть мои драгоценные атрибуты как можно скорее. So they sat down. Итак, они сели. And after a while, Krishna and Madhu Mangal quickly came up with a plan to get everything back. И через некоторое время Кришна и Мадху Мангал быстро придумали план, как все вернуть. And what was that plan? И каков был этот план? Well, they dressed up and disguised themselves as old gopis. Они оделись и замаскировались под пожилых гопи.
We've heard many times how Krishna, dresses as a gopi to try and go see Radharani when she won't see him. Мы много раз слышали, как Кришна одевается как гопи, чтобы попытаться увидеться с Радхарани, когда она не хочет его But видеть. in this case, he and Madhamangal, they disguise themselves as old gopis. Но в этом случае он и Мадхумангал переоделись как пожилые гопи. And they hobbled their way to Varshana, И прихрамывая, они отправились на Варшану, where they sat crying for hours outside King Vishabhanu's palace, where obviously Radha lives. где они сидели, плача часами у дворца царя Вришабхану, в котором, разумеется, живет Радха. And then Krishna, disguised as an old gopi, he started crying and wailing at the door to the palace. Oh, Shyam Sundar, where are you? I'm feeling so much separation from И you. затем Кришна, переодетый как пожилая гопи, начал плакать и причитать у ворот дворца. «О, Шьяма Сундара, где ты? Я чувствую такую сильную разлуку с тобой». So finally, Sri Radha, from her quarters, heard these old gopis' cries, and feeling compassion for them, she came running outside with Lalita and Vishaka. Наконец, Шри Радха услышала из своих покоев плач этих пожилых гопи, и, проникнувшись состраданием к ним, она выбежала из дворца вместе с Лалитой и And she Вишакхой. asked the old gopi who was crying out for Shyam Sundar, Dear one, what is your name? И она спросила пожилую гопи, которая взывала к Шьямасундаре: «Дорогая, как тебя зовут?» But the old gopi was too immersed in feelings of separation to reply. Но пожилая гопи была слишком погружена в чувство разлуки, чтобы ответить. So Sri Radha asked the second old gopi, Madhumangal, please tell me, what is your friend's name, darling? Тогда Шри Радха спросила вторую пожилую гопи, Мадхумангала: «Пожалуйста, скажи мне, дорогая, как зовут твою подругу?» Darling, please tell me your friend's name. «Дорогая, скажи мне, пожалуйста, как зовут твою подругу?» But the thing is, Krishna and Madhumangal had not discussed names that they would use in this ruse. Но дело в том, что Кришна и Мадхумангал не обсудили, какие имена они будут использовать в этой хитрости. So Madhumangal, he whispered in the old gopi's ear, Krishna's ear, brother, we didn't decide what your name was in all of this. What should I tell Shri Radha? What is your name? Мадхумангал прошептал на ухо пожилой гопи, на ухо Кришне: «Брат, мы не решили, как тебя зовут во всей этой ситуации. Что мне сказать Шри Радхе? Как тебя зовут?» So Krishna, whispered back, he's got his head covered, tell her that I am Shaima Premi Saki. Shaima Premi Saki. Кришна прошептал в ответ, его голова была покрыта: «Скажи ей, что я Шьяма Преми Саки, Шьяма Преми Саки». So Madhumangal looked up and he said to Radha, well, her name is Shama Premi Saki. Мадхумангал поднял глаза и сказал Шри Радхе: «Ее зовут Шьяма Преми Саки». So then Shri Radha, who was herself now in distress, she's feeling compassion for these old gopis, she turned to Vishaka and said, my dear Vishaka, what should we do to pacify these girls, old ladies? Затем Шри Радха, которая сама была теперь в большом отчаянии, чувствуя сострадание к этим пожилым гопи, повернулась к Вишаке и сказала: «Моя дорогая Вишака, что нам сделать, чтобы успокоить этих двух пожилых женщин? They're feeling so much separation from Krishna. I fear they will die. Они чувствуют такую сильную разлуку с Кришной, я боюсь, что они умрут». So Vishaka was also fooled. She didn't really know everything going on here. Вишакху тоже обманули. Она не знала, что здесь происходит. So she was thinking for a moment, and then she said, okay, and she whispered in Sri Radha's ear. Поэтому она задумалась на мгновение и затем сказала: «Хорошо», и прошептала на ухо Шри Радхе. She said, Radha, why not disguise yourself as Krishna, wearing all the things that we stole from him today? Surely if you appear before these old ladies like that, they'll think Krishna has come.
and they'll be pacified. Она сказала: «Радха, почему бы тебе не переодеться в Кришну, одев все вещи, которые мы украли у него сегодня? Вне всяких сомнений, если ты таким образом предстанешь перед этими пожилыми женщинами, они подумают: Кришна пришел, и они успокоятся». I mean, we have all this paraphernalia. You'll look just like him. У нас же есть все эти атрибуты. Ты будешь выглядеть точно так же, как он. So Radha quickly ran back to her quarters. Minutes later, she returned, disguised as Krishna, his clothes, and maybe she put some blue cosmetics on. But she had his peacock feather, his black chadar, his stick, his ankle bells, and she was playing his flute so sweetly. Радха быстро побежала обратно в свои покои. Несколько минут спустя она вернулась, переодетая в одежду Кришны. Может быть, она нанесла какую-то синюю косметику, но у нее было его павлинье перо, его посох, его ножные колокольчики, и она так сладостно играла на его флейте. Hoping to calm the old gopis down, she stood before them like Tribhanga Sundar, like Krishna, playing the flute, and she said, "Dear ones, I, Shri Krishna, have come." Надеясь успокоить пожилых гопи, она встала перед ними в позе Трибанда Сундара, подобно Кришне, играющему на флейте, и сказала: «Дорогие, я Шри Кришна, я пришел». And moments later, as Shri Radha stood there with all of Krishna's stolen apparel, Krishna jumped up, threw off his disguise as Shama Premi Saki, and the Brajbasis say, in the wink of an eye, he grabbed back all his paraphernalia from Shri Radha. Несколько мгновений спустя, когда Шри Радха стояла там со всеми украденными вещами Кришны, Кришна вскочил, сбросил с себя маскировку, всю одежду, как Шьяма Преми Саки, и, как говорят в Раджа-васе, в мгновение ока выхватил у Шри Радхи все свои атрибуты. He got his peacock feather back, Он вернул обратно свое павлинье перо, his chadar back, его черный чадр, his stick back, свой посох, his ankle bells back, свои ножные колокольчики and his flute. и свою флейту. So now when all this happened, everyone present, Radharani, Lalita, Vishaka, the gopis, cowherd boys who had come, everyone present burst out laughing and applauded Krishna's tricky ways. Oh, you're so clever, Krishna. Everyone applauded. И теперь, когда все это произошло, все присутствующие, Радхарани, Лалита, Вишакха, Гопи, мальчики-пастушки, которые пришли, все присутствующие разразились смехом и зааплодировали хитрым приемом Кришны. «О, ты такой умный, Кришна!» Все аплодировали. Only Madhamangal wasn't laughing. Только Мадхумангал не смеялся. Because when he took off his disguise, everyone could see his funny-looking mustache. Потому что, когда он снял свою маскировку, все могли увидеть его забавные усы. So he started crying in embarrassment. Поэтому от смущения он начал плакать. And taking pity on him, Vishaka waved her hand, and Madhumangal's, new boyish mustache appeared again. Сжалившись над ним, Вишакха махнула рукой, и снова появились новые мальчишеские усы Мадхумангала. Then she gave him a boon. Vishaka gave Madhumangal a boon. Затем она дала ему благословение. Вишакха дала Мадхумангалу благословение. Smiling, she said, Madhumangal, you will never lose your mustache, and even if someone in the future tries to cut it, they will not be able to do so. Even you will not be able to cut your mustache. Улыбаясь, она сказала: «Мадхумангал, ты никогда не лишишься своих усов. Даже если кто-то в будущем попытается отстричь их, они не смогут это сделать. Даже ты не сможешь отстричь свои усы». So this, Prabhus, is the beautiful pastime called Mudrika Chori Lila, the pastime of the stolen ring. Итак, Прабху, эта прекрасная лила называется Мудрика Чори Лила. Лила о похищенном кольце.
Shri Brajabhumi Shri Vrindavan Dham ki, Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki, Shri Krishna Bhagavan ki Jaho. So let us finish in the same way we started, with Narottam Das Thakur reminding us about the importance of making Vrindavan our goal. Итак, давайте закончим таким же образом, как мы начали, словами Нароттама Даса Тхакура, напоминающего нам о важности сделать Вриндаван нашей целью. In Song 29 of Partana, he writes as follows. В 29-й песне про Артханы он пишет следующее. We will have Mahavan repeat his words as he did in the beginning. Мы попросим Махавана повторить его слова, как было сделано в начале. «О Господь Хари, когда же я буду жить во Вриндаване и созерцать красоту божественной четы Радхи и Кришны? Когда же я откажусь от счастья спать на роскошной кровати и умощу свое тело пылью враджа? Когда же я откажусь от наслаждения 6 видами чудесной пищи и, подобно пчеле во врадже, для поддержания своего тела буду просить мадхукари? Когда же я буду бродить из леса в лес, совершая парикраму, а устав, буду отдыхать на берегу Ямуны? Я охлажусь в тени Вамшивата и буду сидеть в кунже с другими вайшнавами». Нароттам Дас говорит: когда же наступит тот день, когда я действительно откажусь от всего? Thank you so much, Prabhus. This was really a nectarian pastime. Большое вам спасибо, Прабху. Это была действительно нектарная лила. And as always, I'll be back in a few days with more nectar from Sri Vrindavan Dham. И как всегда, я вернусь через несколько дней с еще большим нектаром из Шри Вриндаван Дхамы. Shri Shri Gaur Nitai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radha Shama Sundar ki, Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki, Shri Mayapur Dham ki, Shri Shri Gaur Nitai ki, Shri Krishna Sankirtan Yagya ki, Shri Bhavavadi ki, Jai Jai Sri Sri Radhe Shan. Шрила Гурудева ки джай.